Вот стандартное утро моего рабочего дня. И вот BMW для меня, наверное, это один из инструментов, когда я отстраиваю свой настрой в рабочий день. Я работаю в Алматинской федерации триатлона, там я работаю еще в федерации пауэрлифтинга, активно принимаю участие в жизни Федерации велосипедного спорта Казахстана. Не всегда корректно, не всегда спортивное поведение. Попробуйте различные направления физической нагрузки и выберите для себя то, что будет звать вас повторять это каждый день. У нас прекрасный город, прекрасная страна. Друзья, всем доброго утра, но у меня утро, кому-то добрый день. Я Тен Валихан, сейчас я спортсмен-любитель, раньше был профессиональным спортсменом, спортивный общественный деятель. Сегодня я расскажу о том, как начинается мое утро. В любое время года, в любую погоду, утро мое начинается всегда в так называемом вхождении в поток. То есть я программирую себя на продуктивный, полноценный и удачливый день. Как это делаю? Просыпаюсь я очень рано утром, выпиваю стакан воды и... Этот ритуал вхождения в поток заключается в следующем. Стакан воды для того, чтобы организм начал работать. Выпиваю стакан, кружку кофе, и у меня сразу идет первое, что приносит мне удовольствие, это кардиосессия. Любая кардиосессия, если это теплое время года, то это велосипед. Сегодня, например, у меня это бег. Обязательно кардиосессия должна делаться на голодный желудок до завтрака, потому что гликоген у нас максимально низкий в организме, то есть это запас углеводов. Ну и, соответственно, мы тренируем сердечно-сосудистую систему и сжигаем ненужный подкожный жир. Но в моем возрасте это уже актуально, потому что с каждым годом все сложнее, наверное, держать себя в форме, заботиться о своем здоровье. Но процесс биохакинга, расширение своих физиологических возможностей, он очень интересен. И кто начинает этим заниматься, я думаю, что с головой окунается в этот творческий, интересный и приятный по эмоциям процесс. Утро – это самое прекрасное время дня, когда ты просыпаешься и понимаешь, что впереди тебя ждет 24 часа времени, когда ты можешь созидать, творить, менять себя и менять окружающий мир. Так что с добрым утром, с правильными привычками, всем позитива. Я мешком работать не буду. Заставили сегодня прокатиться, но я рад. Время 10 часов мы поднялись на МДО с друзьями, с очень близким кругом. Причем это все спортивные блогеры. Самый знаменитый человек в Алмате, вот покажите, это Куке. Все сноубордисты, лыжники, велосипедисты. Вообще вся спортивная любительская общественность Алматы знает Куке. Вот минут через 10 мы уже поедем. Ребята поедут дальше, а мы поедем срочно на Сайран, где происходит чемпионат Республики Казахстан, который делает Казахстанская федерация триатлона, и Алматинская федерация является синергистом помощником. Ага, вот ваши круассаны. Хорошо быть Миржаном. У него даже официанты на МДО в лице Сергея Спицына. Спасибо, Сергей.
самые главные люди в триатлоне. Их руками делается история. Давай! Это вот Алмата. Вот я хочу познакомить. Это человек, который сделал в Казахстане первый, наверное, и единственный. Но я надеюсь, что в скором времени это все будет расширяться. Благотворительный фонд «Майвин», который тренирует детей, особенных детей, разных детей, да, и это уже свыше 400 детей по Алмате. Так что вот любовь парк. Есть казахстанцам на кого равняться и с кого брать пример. Был нормальный парень, работал, слегка подкачивался, все нормально. Ездил на Тойоте, пришел в World-класс, стал заниматься триатлоном, выступает, купил себе BMW, в общем, совсем... Уволился с работы. World-класс меняет, другой ты. 180 градусов. Зато счастливый. Вот так выглядят счастливые люди. Друзья, вот мы сейчас на чемпионате Республики Казахстан, и завтра будет Кубок Тимир-Адам, второй уже, где я буду участвовать. Сегодня участвуют сборные со всех регионов, и вы видели сейчас финиш нашего спортсмена Егора Крупякова, и вот такая вот была заруба сейчас на финише, хотя триатлон индивидуальный вид спорта, циклический, но видите, силовые приемчики все равно есть. Не всегда корректно, не всегда спортивное поведение, но я думаю, что здесь коллегия примет решение, кто был прав, кто не был прав. В общем, в целом триатлон развивается в Казахстане огромными темпами. Я очень сильно рад, как представитель Алматинской федерации триатлона, что за кратчайший период, буквально за 3,5 года, триатлон в Казахстане стрельнул максимально, как по любителям, так и по профессионалам. Я думаю, что скоро мы будем слышать имена уже на международных стартах. Вот уже без 22, и у меня завтрак, 2 тренировки, немножко поработали, съездили на ЧРК, теперь я заслужил завтрак. На самом деле я практикую интервальное питание, и у меня есть промежутки времени, когда я принимаю пищу, и промежутки времени, когда я не принимаю пищу. Но завтрак всегда должен быть белковый, поэтому у меня в основном здесь, видите, белковая пища. Я работаю в Алматинской федерации триатлона, член попечительского совета, там я работаю еще в федерации, немножко в федерации пауэрлифтинга, активно принимаю участие по просьбе Нурлана Кибулановича Смагулова в жизни Федерации велосипедного спорта Казахстана. Я являюсь вице-президентом этой федерации, и мы решили построить стратегию в развитии Казахстанской Федерации и начать это все с регионов, открытие новых отделений и акцент сделать на развитие детско-юношеского спорта. Вот. Активно работаем, конечно, очень много недопониманий сейчас возникает, потому что на протяжении нескольких лет, может быть, даже поколений, к сожалению, структура Казахстанской велофедерации была неправильной. Активная работа у нас в фитнес-индустрии, как провайдеров фитнеса. World-класс Алматы является один из старейших фитнес-клубов в Казахстане. Мы являемся трансцептором новых направлений. Я тоже горд сказать, что я участвую в этом проекте. И не последний, наверное, хотя я назову его крайним в своем спиче, это направление движения проекта «Другой ты». «Другой ты» — это масштабное течение, которое включает в себя и YouTube-канал о здоровом образе жизни, о различных видах спорта, о биохакинге. Мы даже выпускаем определенные продукты питания, которые улучшают качество жизни. Так что, вкратце, наверное, это вот вся моя жизнь. Для велосипеда и для семьи X7 незаменимая машина. Велосипед помещается, вся семья помещается. Теперь на работу с кайфом на моей любимой М-очке 235.
наверное, с возрастом приходит, когда тактильные ощущения, они очень важны для человека. Вот я, наверное, дошел до того возраста, когда для меня тактильные ощущения очень важны. Мне важна та комфортная езда, пусть я в день там не так много езжу, но мне хочется, чтобы этот короткий промежуток времени в пути за рулем был максимально комфортен. Для чего? Сейчас объясню. Не потому что там я хочу, чтобы у меня там все было так приятно и хорошо, а для того, что в течение дня происходит очень много различных встреч, очень важных решений. И если в процессе езды ты как-то меняешь свое настроение, а можно же проехать на другой машине, и так испортить себе настроение, что потом любая встреча пойдет уже не по тому замыслу, по которому ты уже планировал. Вот пока я езжу на BMW, я наслаждаюсь этой ездой. У меня в голове уже выстраиваются определенные эмоции. И когда я прихожу уже на работу, на тренировку, на встречу, на какое-то выступление, в институт, я продолжаю учиться. То есть я уже морально подготовлен. И это такой инструмент нейролингвистического программирования. И вот BMW для меня, наверное, это один из инструментов, когда я отстраиваю свой настрой на рабочий день. И с возрастом это стало для меня очень важно. Вот мы находимся в фитнес-клубе, и я в фитнес-индустрии, наверное, уже порядка 20 лет. То есть я был при самом зарождении фитнес-культуры в Казахстане, а это началось все с Алматы. И за все эти 20 лет, пока я работаю в этой индустрии, самый часто задаваемый вопрос, после того, как похудеть, наверное, вопрос такой: каким видом спорта заниматься, или каким видом фитнеса заниматься, чтобы поэффективнее, чтобы это все сработало, чтобы это все вот прям действительно помогало. И, знаете, каждый раз я отвечаю, и вот хочу еще раз сказать, что не бывает плохих видов спорта, не бывает плохой двигательной активности. Любая двигательная активность, любое физическое упражнение, оно полезно, если его делать правильно. Но направление выбрать нужно, исходя из своих, наверное, эмоциональных пристрастий. Если вот ментально тот или иной вид спорта вам, грубо говоря, лег, да, на душу, значит, ими нужно заниматься. Потому что кому-то тренировки в тренажерном зале просто вот это психологический барьер. Конечно, он никогда не принесет пользы, если туда ходить из-под пинка, каждый раз преодолевая этот психологический барьер. Но не ментально, не подходит он вам. Кому-то, например, йога просто вот не ложится. Поэтому выбирайте для себя оптимальное направление, которое бы не вызывало у вас, во-первых, антипатии. В идеале, если это будет вызывать у вас приятные ощущения, приятные эмоциональные какие-то качества и послевкусие, и вам хотелось бы туда вернуться. Начинайте с самого простого. Например, очень популярное направление скандинавская ходьба, то есть когда во время спортивной ходьбы вы помогаете еще дополнительными рычагами в виде скандинавских палок, но при этом тратите огромное количество калорий. Тренируйте сердечно-сосудистую систему. Это направление вам очень сильно понравится, поможет. И потом вы будете усложнять и усложнять. Потом вы перейдете в бег трусцой, дальше вы полюбите бегать, полюбите марафоны, полюбите наши забеги, это Алматы-марафон. И потому что вот Алматы-марафон, я к чему это все подвожу? Например, для меня Алматы-марафон стал явлением, частью моей жизни, потому что Алматы-марафону в этом году исполняется 10 лет, и это отдельная страница истории моей летописи жизни. И я считаю, что сейчас Алматы-марафон один из крупнейших спортивных ивентов в странах Центральной Азии. И по количеству участников, и по количеству стартов, которые в течение года проводит сам Алматы-марафон. И огромным количеством людям он поменял
взгляд на жизнь, изменил ценность. Резюмируя, хочу сказать, не откладывайте на завтра, не откладывайте на вечер, на потом, а вот именно сейчас примите для себя решение, попробуйте различные направления физической нагрузки и выберите для себя то, что будет звать вас повторять это каждый день. И вы увидите, что в течение 21 дня вы привыкнете к этому состоянию, а спустя несколько месяцев вы уже увидите изменения качественные в своем теле. Это, знаете, это как вот мне нравится сравнивать, это как чистить зубы. Вот мама в детстве заставляла чистить зубы, да, ребеночка. Потом он привыкал, чтобы маму просто не обидеть, он просто привыкал и делает. А теперь для нас это уже физиологическая зависимость. Да? Если мы не почистим зубы с утра или на ночь, у нас уже физический дискомфорт. Вот нужно сделать так, чтобы правильная привычка заниматься физкультурой перешла уже в жизненную необходимость и биологическую зависимость. Как бы это страшно ни звучало. Всем здоровья, позитива, самое главное движение. Всегда нужно двигаться. Правильное движение, правильная жизнь. Что, друзья, вот практически завершается один день с владельцем BMW. Мы и потренировались с утра, а рабочий день у нас начался, несмотря на то, что суббота с 6:30, мы побегали, съездили с друзьями на Медео, съездили на чемпионат Казахстана по триатлону, приехали в World Class, провели несколько встреч, тренировки. Я продолжу сейчас работать по операционным своим процессам, хотя уже вечер, и вернусь домой. Подготовлю свой велосипед, подготовлю гидрокостюм, потому что завтра я тоже буду выступать на Сайране на Кубке Темир Адам. Я надеюсь, что мой день, был, по крайней мере, вам не безразличен и интересен, хотя бы немножко, потому что я человек спорта, вот такая моя обыденная жизнь. Я вернусь к своей семье, настроюсь морально, настроюсь позитивно. Я думаю, что, конечно, победа меня завтра не ждет, это не мой спорт, но, по крайней мере, я получу национальное наслаждение от завтрашнего старта. У нас прекрасный город, прекрасная страна, и я рад, что мы имеем возможность делать свою жизнь удобной, эргономичной, тактильной. Я сейчас говорю про машины, потому что это все равно часть нашей жизни тоже. Друзья, подписывайтесь на канал в YouTube BMW Казахстан. Я думаю, что там будет очень много чего интересного. Разные люди из разных сфер жизни, но объединенные одной любовью. В данном случае любовью к бренду BMW. Всем здоровья, позитива, любите эту жизнь. Пусть вот все краски, которые есть в этом мире, окружают вас с позитивными, добрыми эмоциями. Я Тен Валихан, всегда рядом с вами.